Итак, друзья, привет! Сегодня необычный формат, меня нет в кадре, но после выпуска моего видео про Ambilight, которое просто-напросто взорвало моих подписчиков, мне начали советовать некоторые настройки для iMlogic процессоров, которые позволяют использовать Ambilight в различных видео. Ну, давайте мы сейчас разберем все по порядочку и будем уже думать, будем использовать на iMlogic Ambilight или нет. Поехали! Слушайте, ну первое мне показывали картиночку о том, что для Ambilight нужно вот включить в настройках для разработчиков некий пункт. Но дело в том, что в Югусах, вот в частности я беру в Югусах, да и в Nokia пробовал, такого пункта просто-напросто нет. И многие забывают такой момент, что существуют приставки и на Android TV, в которых очень многих пунктов нет, и допустим, приставки, у которых нет кастомов с таким пунктом, ну вернее они есть, но допустим я свой Югус шить не буду ни на какой кастом, ни при каком раскладе, потому что это лучшая прошивка, которая может быть. По сути у нас нет картинки, которая, у нас нет пункта, который просто-напросто позволяет выводить через какой-то дополнительный фрейм. То есть, по сути, единственный пункт, который здесь мог бы нам помочь для того, чтобы он работал в видео, это отключить аппаратные наложения, всегда используя GPU. Но мы уже видели с вами результат в предыдущем видео. По поводу, вот мне писали там по поводу BS плеера, то есть BS плеер воспроизводит еще Android плеер, Android видео плеер, но дело в том, что мне подсказали, как это сделать в Vimeo Media Player, мы сейчас его настроим. Но советую вам нажать подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные видосы. Так вот, в Vimeo Media Player в настройках, в самих настройках, давай, переходи в настройки. Мы должны с вами выбрать выводить видео в текстуру. То есть использовать текстуру OpenGL для вывода видео вместо системной области. Это вроде бы как позволит нам захватывать. Да, скорее всего это имеет место быть. И мы сейчас попробуем с вами проиграть какой-нибудь торрент. У меня здесь есть в TorServe какие-нибудь видосики. Ну вот 100-гиговый аватар можно попробовать. Почему 100-гиговый аватар? Во-первых, я очень сильно люблю смотреть большие фильмы. Насколько этот Ambilight будет тормозить работу, мне тоже интересно. Вообще этот 100-гиговый аватар на моем интернете проигрывается просто-напросто запросто. Стартуем через тот же Vimeo Media Player. Срабатывает автофреймрейт. И да, Ambilight заработал на 100-гиговом торренте. Но сразу говорю, что это у нас Югус AM6. Блин, он тормозит. Это Югус AM6 Plus, достаточно мощный, но что-то... притормаживает даже на старте, скорость однозначно хороша. Ну ладно, скорее всего просто-напросто захват экрана какую-то роль свою вносит. То есть я все-таки, конечно, считаю, что это игрушка. Вот игрушка. Но давайте в любом случае вон довод на 65 гигов посмотрим. Мы в принципе можем с вами и закачать фильм, тот же самый аватар, и посмотреть через Vimeo Media Player для того, чтобы оценить, посмотреть, как работает наш Ambilight или вообще просто-напросто получать удовольствие от Ambilight. Давайте через тот же Vimeo Media Player. Да, здесь заработало. Да, Ambilight работает. Ambilight работает, Vimeo Media Player на iMlogic действительно выводить в текстуру OpenGL помогает. И за это зачет. Спасибо подписчикам за полезный комментарий. Да, Ambilight работает, выходим. Ну и, конечно же, ссылочка на видео про оригинальный Ambilight, как его установить и настроить, лежит в описании под видео. Переходим, там много всего интересного. Здесь мы с вами не будем показывать полную установку Ambilight. Полная установка Ambilight есть в нашем другом видео. Теперь, вот по поводу YouTube здесь не все так просто. Дело в том, что мне советовали использовать Smart YouTube TV, но дело в том, что Smart YouTube TV уже давным-давно прекратили его поддержку, и на смену ему пришло Smart Tube Next Beta. То есть Smart YouTube TV пока работает, но все больше и больше функций отваливается. А вот Smart Tube Next Beta, здесь, к сожалению, тех настроек, которые вот там говорят, исправление соотношения стороны и зума в настройках, здесь их просто-напросто нет. И когда Smart YouTube TV отвалится полностью, то здесь будет небольшая проблема. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, здесь есть масштаб интерфейса, масштаб сетки роликов. И, в принципе, это то, что касаемо интерфейсов и видеоплеер. У нас есть видеобуфер.
профили видео, смещение аудио, автофреймрейт, видеозум. Вот, возможно, видеозум. Но давайте стороны зума, возможно, вот видеозум здесь сработает в таком варианте, но сильно сомневаюсь. Давайте попробуем любой ролик, стартуем его. И нет, скажу я вам сразу, Ambilight не работает в SmartTube Next. То есть, если вы хотите использовать на Amlogic Ambilight, то вам придется использовать устаревший Smart YouTube TV. Но тут есть еще один момент. В SmartTube Next можно использовать профили. Вот в профилях, возможно, мы с вами что-то и получим. Заходим в видеоформат. Так, здесь ничего. В общем-то, не помогло нам Zoom в SmartTube Next. В разном у нас тоже ничего нет. Короче, получается, что со SmartTube Next не получается. Будем сейчас искать Smart YouTube TV. Давайте попробуем еще разочек. Что у нас здесь может быть не так? Это картинка в картинке. Да нет, ну нет, SmartTube Next не работает. По поводу IPTV, ну с IPTV я, кстати, и говорил, что здесь некоторые IPTV именно через приложение будут работать. Мне указали в комментариях, что здесь работают такие приложения, как Halva TV Player, либо Perfect Player, но через софтовый вариант использования. Давайте попробуем через ES Player, через OTT Player. Через такой плеер не работает. То есть, если мне необходимо в софтовом кодеке воспроизводить, то это, конечно, будет печалька. Либо нужно будет Media Player. Давайте декодер Media Player попробуем. Вот. В OTT Player нужно поставить декодер Media Player, и у нас сразу же заработает Ambilight в IPTV. Хорошо, отлично. Давайте попробуем другой какой-нибудь канал. О, работает. Отлично. Хорошо, Amlogic меня начинают радовать. Давайте попробуем еще какой-нибудь каналчик. Ну, симпатичненько. Хорошо, с IPTV разобрались. OTT Player, который я люблю. Ну, допустим, там еще мне советуют Halva Player, советуют Perfect Player. Тут вы уже знаете, в Perfect Player необходимо будет поставить программный декодер. Вот так вот. Ну, или в Halva Player необходимо будет поставить немножко другой. Но дело в том, что я Halva Player не использую. В Play Market она так и не появилась. Но там необходимо будет выбрать декодер Engine FFM. К сожалению, вот Дмитрий Владимирович мне оставлял этот вот комментарий, написал Технозон, сделал все через жопу. К сожалению, YouTube такой комментарий не пропускает. Так что, упс, ребята, и мы его тоже, мои админы его тоже заблочили, просто переслали мне текст. Так что, Дмитрий Владимирович, в следующий раз захотите писать комментарий, пишите его более вразумительно. Хорошо, будем устанавливать сейчас еще и Smart YouTube TV. Smart YouTube TV тоже установили только-только. Сразу пропускаем и запустим любое видео. Тот же ролик, в принципе, сейчас посмотрим. Ну вот в Smart YouTube TV он действительно работает. Вот там мышка внизу промелькала. Да, Smart YouTube TV единственный YouTube, в котором на Amlogic работает этот самый Ambilight. Мы сейчас включим, наверное, качество получше. О, что это он на 4К ролике выдал 1080p. Ну так это же уже все, Smart YouTube TV умирает. Это, кстати, для комментаторов, которые говорят, что Smart YouTube TV, там все классно. Ну вот, найдите мне, проблемы начались у него. 4К уже отваливается. И ничего хорошего с ним не будет. SmartTube Next это единственное, что сейчас работает из стороннего. Оу, красивенько. Давайте еще какой-нибудь. Да, вот на Smart YouTube TV действительно работает у нас Ambilight. Ну, давайте попробуем еще. Вот на моем ролике мне, конечно, немножко непонятно, как быть с 4К, если у нас уже Smart YouTube TV его практически не поддерживает. Давайте проверим разрешение в Smart YouTube TV. Что этот ролик я делал сам. Да, он 720p дает. Вообще жестячок. Но все равно, кому надо, мы Smart YouTube TV разместим в описании под видео, пользуйтесь. Хотя SmartTube Next это уже следующее поколение. То есть с YouTube все равно у нас проблемка есть на Amlogic, ну есть как есть. Все, ребят, больше мне вам показать нечего. На Amlogic действительно работает через Vimeo Media Player, через Smart YouTube TV и плюс, допустим, я советую вам использовать OTT Player, если вы хотите использовать SmartTube Next, вот этот вот OTT Player с настройкой, которую я вам показал. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.